История компании Vinteo началась более 20 лет назад. Изначально компания разрабатывала системы для аудиоконференций крупных заказчиков. Эти крупные заказчики из сферы энергетики в первую очередь были заинтересованы также и в видеосовещаниях, видеоконференциях. На тот момент на рынке были доступны в основном решения либо компании Cisco, либо компании Polycom. И заказчики пришли в компанию Vinteo с вопросом, точнее предложение, нам очень нравится ваше решение в аудиоконференц-связи, мы бы хотели получить от вас решение и в области видеоконференц-связи. Компания Vinteo на тот момент имела другое название, но тем не менее согласилась и началась разработка. Порядка 10 лет ушло на то, чтобы разработать первую коммерческую версию. Почему это так долго и почему столько времени занимало? Потому что заказчики хотели именно полноценную альтернативу системам Cisco и Polycom. А это мировые лидеры в области телеком. Безусловно, высочайшие стандарты требуют больших ресурсов в реализации, в срок реализации, высочайшая экспертиза разработчиков, которые создавали этот продукт. Заказчики использовали данные системы видеоконференц-связи для совещаний руководства. Поэтому системе предъявлялись повышенные требования к качеству, к стабильности и функциональности. При этом заказчики предъявляли дополнительные требования, такие как снижение стоимости владения, высочайшую совместимость с тем парком оборудования, который уже есть, в который уже проинвестировали миллионы долларов. И заказчики явно не хотели расставаться с этим оборудованием. Новое решение, которое они искали, должно было стать отечественным, оно должно быть более функциональным, более качественным, при этом более дешевым и работать со всем тем, что есть у заказчика. На этот путь ушло больше 10 лет. И изначально продукт такую идеологию и нес, и архитектура под это и создавалась. Но потом, когда мир коммуникаций стал стремительно меняться, особенно стало заметно это в прошлом году, в 2019, в настоящем 2020, о том, что коммуникации стали не только через аппаратные терминалы у директората и первых лиц компаний, которые используют SIP и H323. Безусловно, коммуникации через видео хотят использовать все сотрудники в компании. И чем проще будет возможность создать эту конференцию, тем успешнее будет продукт. Поэтому компания Vinteo встроила поддержку еще и протокола WebRTC, который позволяет работать любому пользователю, принимать участие в конференции без скачивания продукта. Очень важно отметить, что качество конференции при протоколе WebRTC остается на высочайшем уровне. А поддержка кросс-браузерности и кросс-платформенности является еще и гордостью разработчиков. Мало компаний, которые смогут обеспечить действительно качественную поддержку WebRTC в разных браузерах и на разных платформах, в том числе на мобильных, планшетах, десктопах и так далее. Безусловно, это тоже не началось последний год. Это большая работа, которую разработчики вели более 5-7 лет. И просто по прикладному использованию рынок это ощутил непосредственно, когда наступила пандемия COVID-19. Но когда сотрудники начали использовать массово из дома Vinteo, подключаясь через веб-браузеры, когда проводились гибридные конференции с участием и первых лиц, использующих аппаратные терминалы SIP H323, и пользователей, находящихся дома, подключающихся через WebRTC, стало понятно о том, что уже мало просто людей соединять по видео. Гораздо важнее еще и развивать прикладную часть для этих видеоконференций. Поэтому необходимо задавать дополнительную бизнес-логику, например, распознавание лиц, поиск
баланса между безопасностью и паролями. Для нас это было решение, которое мы предложили рынку, это использовать Face ID и осуществлять вход по лицу, осуществлять подпись людей, распознавание по лицу, понимать, кто был вовремя, кто был не вовремя, понимать жесты людей, понимать голосование, распознавать. И рынок сказал: да, мы это хотим. Поэтому помимо MCU, последние 2 года развиваются еще 2 продукта. Первый продукт — это система распознавания лиц и управления бизнес-логикой в режиме онлайн. Такие примеры могут быть как виртуальные приемные, как интеграция с системой KPI, когда мы можем понять говорящего участника и вывести на экран его KPI, который мы возьмем из других систем. Мы можем использовать это для виртуальных приемных у руководителя, для трансляции и так далее. Очень много сценариев, которые можно реализовать в онлайне, понимая, кто участники. И второй модуль — это портал записи и стриминга, который позволяет управлять записями и логикой постобработки уже конференций, которые прошли. Там мы можем предложить умный поиск с распознаванием участников. Мы понимаем текст, который произносился во время конференции, можем осуществлять поиск, делать необходимые сортировки, отбор. И здесь, безусловно, у заказчиков открываются огромные возможности с точки зрения применения этих технологий. Как, например, контроль качества общения в медицине, когда необходимо поднять историю общения врача на какую-то тему. Мы можем выстраивать аналитику и смотреть уровень вовлеченности учеников в процесс обучения и смотреть не только, как работают ученики, но и учителя, качество контента, качество реакции и так далее. Это все возможно и востребовано рынком, и поэтому этот продукт есть, который мы развиваем уже больше 2 лет. Соответственно, на текущий момент у нас стандартная MCU выросла во что-то больше. Безусловно, я забыл еще отметить один фактор, который также стал очень значимым и востребованным на рынке. Отмечу для начала, что компания Vintel работает и разрабатывает продукты для крупного и очень крупного бизнеса, госсектора, образования, здравоохранения и силовых структур. И очень важно понимать о том, что данные заказчики хотят использовать, но они уже используют большое количество решений для коммуникаций, и необходимо обеспечить глубокую интеграцию всех продуктов. Например, мессенджинг, система чатов, либо АТС, либо электронная почта и так далее. Конечно, в первую очередь стоит вопрос про интеграцию с мессенджерами. Именно благодаря очень развитому API, высочайшей совместимости Vintel со сторонними продуктами и поддержки очень крутых технологий с точки зрения качества, нагрузки и управления логикой, заказчики могут интегрировать свои мессенджеры с нашей системой видеоконференц-связи. Таким образом, заказчики получают единое ядро видеоконференц-связи, которое используется во всех коммуникациях. Это недоступно заказчикам при использовании стандартных систем видеочатов, таких как Hangout, Microsoft Teams и так далее. Отличия между этими системами я расскажу в отдельном видео, но хочу отметить, что заказчики, получая интеграцию своих корпоративных мессенджеров с системой ВКС Vintel, получают гораздо больший функционал и снижение нагрузки на каналы, на конечные устройства, что за собой, соответственно, влечет и снижение стоимости владения. Таким образом, мы предлагаем полный ландшафт, полную экосистему, которая позволит решить все задачи по видеокоммуникациям внутри таких больших заказчиков, предъявляющих самые высокие требования как к функционалу, качеству, стабильности и, безусловно, поддержке со стороны вендора. Это
подтверждено большим количеством кейсов, и если у вас есть интерес к нашим продуктам, мы готовы организовать профильные отраслевые референсы вас к нашим заказчикам для подтверждения качества нашего продукта.